Так, давай я тебе прочитаю историю. Давай. Историю Логана Харпера. 1 сентября 1985 года. Авария. Если ты читаешь это, ты, должно быть, так же отчаялся, как и я. Меня зовут Логан Харпер. Мы летели, думая, что все в порядке, пока не налетел шторм. Самолет упал быстро, быстрее, чем ты можешь себе представить. Вонь горящего топлива и обгоревшего металла – это то, что я никогда не забуду. Обломки разбросаны по нескольким островам. Я выжил, но едва. Когда я пришел в себя, вонь была невыносимой, а звуки плачущих детей пробивались сквозь хаос. Прошло 2 дня с момента крушения. Самолет все еще дымится, подходить слишком опасно. Я А каких нашел, детей? не знаю, я нашел еще нескольких выживших, женщину и 3 детей. Я еще не удосужился узнать их имена. Они смотрят на меня так, будто я должен их спасти. Я возмущен этим. Их страх ощутим. Постоянный плач детей пронзает воздух, а вид их испуганных лиц, испачканных грязью и слезами, вызывает у меня тошноту. Сразу после крушения я наткнулся на обломки и тела. Вид и запах заставили меня болевать. Едкий привкус желчи оставался, пока я пытался прийти в себя. Моя кратковременная память отшиблена. Я не помню, откуда мы вылетели или куда направлялись. Все расплывчато. У меня сильное сотрясение, и голова будто раскалывается. Только долговременные детали остаются. Моя жена, моя семья, дома. Их лица врезались в мою память. Жестокое напоминание о том, что я потерял. Я ужасно скучаю по ним. Одиночество душит. Часть 2. Борьба. 7 сентября 1985 год. Прошло 6 дней с момента крушения. Голова все еще пульсирует от сотрясения, а потеря кратковременной памяти сводит с ума. Мне приходится полагаться на женщину. Я подслушал, что ее зовут Клэр, и детей больше, чем хотелось бы. Они, кажется, думают, что я их лидер, но я едва могу держать себя в руках. Вонь обломков не утихла. Каждый раз, когда я улавливаю этот запах, он возвращает меня к тем первым моментам, к телам и крови. Я пытаюсь восстановить в памяти, что произошло, но все еще расплывчато. Дети теперь плачут меньше, но в их глазах немая мольба, на которую я не способен ответить. Клэр делает все возможное, чтобы успокоить детей. Она утешает их, шепчет слова ободрения. Это достойно восхищения, но кажется бессмысленным. Мы незнакомцы, брошенные вместе с судьбой, не имеющие понятия, как выжить в этом месте. Я скучаю по своей семье, но думаю о них сейчас, кажется, роскошью, которую я не могу себе позволить. Я заметил, что Клэр наблюдает за мной. Она хочет поговорить, строить планы, но я избегаю этого. Я не могу позволить себе привязаться. Я вижу ссадины и синяки на детях и не могу не задаваться вопросом, действительно ли они смогут выжить здесь. Если нет, я бы предпочел избежать дальнейших страданий. Мне удалось разжечь для нас костер и соорудить несколько подстилок из пальмовых листьев на полу. Это немного, но уже что-то. Пока мы еще нашли немного еды среди обломков и поддерживали себя, хотя я беспокоюсь о запасах. Клэр продолжает говорить, что нас скоро найдут, но у меня есть сомнения. Тем не менее, ее оптимизм – небольшое утешение в этом безумии. Реальность наступает. 15 сентября 1985 год. Прошло больше недели после крушения, и реальность начинает осознаваться. Первоначальная надежда на быстрое спасение угасает. Еда, которую мы нашли в обломках, подходит к концу. Я начал распределять то немного, что у нас осталось, но этого ненадолго хватит. Клэр, 26-летняя студентка-медик, изо всех сил старалась перевязать всех, используя найденные нами медикаменты. Она возвращалась домой в Чикаго. Дети, Томми, 9 лет, Джейк, 7 лет и Эмма, 5 лет, летели навестить бабушку. Их родители не пережили крушение. Сегодня я снова большую часть времени потратил на поиски в обломках, надеясь найти что-то, что мы пропустили. Мне удалось добыть еще несколько банок еды и пару бутылок воды. Этого недостаточно, но уже что-то. Я также нашел еще одну аптечку, которая нам отчаянно была нужна.
Голова все еще раскалывается, но по крайней мере у нас теперь есть кое-какие основные припасы. Мы с Клэр наконец серьезно поговорили о нашей ситуации. Она хочет организовать поисковый отряд, чтобы найти больше выживших и припасов. Мне не хочется покидать место крушения, но она права, мы не сможем оставаться здесь вечно. Самолет-то по-прежнему слишком опасен для приближения. Дым, и время от времени вспыхивает небольшое пламя. Оставаться рядом не вариант, но и отправляться в неизвестность не менее страшно. Дети снова начали плакать. Их первоначальный шок сменился страхом и голодом. Каждый маленький звук пугает их ночью, из-за чего нам всем трудно уснуть. Они больше не верят, Клэр, когда она говорит, что нас скоро спасут. Душераздирающе видеть, как надежда угасает в их глазах. Я начал думать о том, как нам нужно будет адаптироваться, чтобы выжить здесь, в долгосрочной перспективе. Идея построить более постоянные убежища и найти устойчивые источники пищи становится все более актуальной. Я решил вести дневник, чтобы записывать свои воспоминания. Вдруг я начну забывать еще больше. Хорошо, что я взял его с собой. Каждую ночь звуки острова становятся все громче. Ветер сквозь деревья, шелест листьев и далекие крики неизвестных животных. Это тревожно. Я лежу без сна, смотрю на звезды и задаюсь вопросом, ищет ли нас кто-нибудь. Я пытаюсь вспомнить больше о полете, но это лишь обрывки. Лицо моей жены — единственное четкое воспоминание, и кажется, что это было целую жизнь назад. Я не знаю, как долго мы еще сможем так продержаться. Нам нужен план. И нужен скоро. Завтра мы начнем исследовать территорию за пределами обломков. Я надеюсь, мы найдем что-то, что угодно, что поможет нам продержаться чуть дольше. Выбор. 30 сентября 1985 года. Сегодня мы нашли спасательный плот, выброшенный на берег, и тело другого выжившего. Плот — это спасательный круг, шанс сбежать с этого острова и найти больше ресурсов или даже спастись. Но это также и риск. Клэр и я стояли над телом. Реальность нашего положения проникала в нас все глубже. Мы можем использовать его, чтобы добраться до соседнего острова, мрачно сказал я. Здесь у нас заканчиваются ресурсы. Нам нужно двигаться. Клэр покачала головой. На ее лице застыла тревога. Логан, это слишком опасно. Мы видели акул в этих водах. Что, если что-то случится? Что, если плот не выдержит? Я почувствовал, как во мне закипает разочарование. У нас нет выбора, Клэр. Мы не можем оставаться здесь и медленно умирать от голода. Я иду. Ты можешь остаться здесь с детьми, если хочешь, но я беру этот плот. Спор быстро обострился. Клэр, обычно такая спокойная, крикнула в ответ. Ее голос сорвался. Ты не можешь просто бросить нас. Что, если с тобой что-то случится? Что тогда? Ты нужен нам здесь, Логан. Дети нуждаются в тебе. Меня застало врасплох напряжение ее эмоций, и мое собственное разочарование подпитывало мой ответ. А что, если остаться здесь, значит убить нас всех? Мы не можем продолжать притворяться, что все будет хорошо, если просто будем сидеть сложа руки. Нам нужно идти на риск. Она сломалась, слезы потекли по ее лицу. Я не могу делать это одна, Логан. Ты так отстранен, всегда держишься особняком. Ты никогда не проводишь с нами время, не играешь с детьми. Это меня тяготит. Я так стараюсь, но без тебя у меня не получается. Ее слова ударили меня как ножом в живот. Я не понимал, насколько мое отстранение влияет на нее, на всех них. Я почувствовал, как поднимаются мои собственные эмоции. Смесь вины и еще чего-то, что я не позволял себе признать. «Прости», — сказал я более мягким голосом. «Мне очень жаль, Клэр. Я не понимал». Я остался с ней той ночью. Мы сидели у костра, и впервые она поделилась своими надеждами и мечтами. Она рассказывала о своей жизни до крушения, о планах стать врачом, о любви к своей семье. Она сказала мне, что видела, как я отстранен, как я никогда не проводил с ними больше времени, чем было необходимо, а как ее тяготило быть единственной, кто оказывал эмоциональную поддержку всей команде. Пока она говорила, я понял, как сильно я начал о ней заботиться. Мое сердце разрывалось при мысли о том, что я могу потерять ее, подвести ее и детей. Я потянулся к ней, обнял ее. Мы держались друг за друга, ища тепла и утешения в холодной ночи.
Впервые я позволил себе почувствовать что-то помимо инстинктов выживания. Я позволил себе заботиться. В ту ночь, когда мы прижались друг к другу, чтобы согреться, я почувствовал перемену. Слова Клэр открыли мне глаза. Я знал, что мы не можем оставаться здесь вечно, но бросаться в опасность тоже не было ответом. Нам нужен был план, способ обеспечить нашу безопасность. Пока мы искали лучшее место. Завтра мы все пересмотрим. Мы найдем способ сделать так, чтобы все получилось вместе. Потому что в этом кошмаре они единственное, что удерживает меня на земле, и я не могу их потерять. И это пугало меня больше всего. Часть 5. Растущие привязанности. 1 октября. Прошлой ночью все изменилось. Клэр и я провели ночь, действительно разговаривая, впервые со времен катастроф. Мы делились страхами, надеждами и мечтами. Держа ее близко, я осознал, как сильно она и дети для меня значат. Они мой якорь в этом хаотическом море выживания. Но вместе с этим осознанием пришла и волна вины. Этим утром, готовясь к новому дню, я не мог избавиться от чувства, что предаю свою жену. Мы с Клэр поцеловались прошлой ночью. Момент слабости, который оказался таким правильным и одновременно таким неправильным. Мое сердце ныло под тяжестью эмоций, разрываясь между связью, которая сформировалась с Клэр, и верностью жене, оставшейся дома. Я решил поговорить с Клэр об этом. Пока мы потягивали последний спасенный кофе, я глубоко вздохнул. «Клэр, мне нужно кое-что объяснить. Прошла ночь, она многое для меня значила, но также заставила меня понять, почему я был так отстранен». Она посмотрела на меня. В ее глазах читалось беспокойство и понимание. «Что такое, Логан?» «Я потерял сына, когда ему было 5 лет», — начал я. Мой голос дрожал от эмоций. Это разрушило меня. Это почти разрушило мой брак. Мы с женой, мы почти не оправились от этого, но в конце концов нам удалось. Мы стали ближе, чем когда-либо. Но страх потерять еще одного ребенка, снова пережить эту боль, был слишком силен. Вот почему я держался на расстоянии от тебя и детей. Глаза Клэр наполнились слезами, пока она слушала. «Логан, мне так жаль. Я не знала». «Знаю», — сказал я, чувствуя укол собственных слов. «Вот почему я думаю, что нам неправильно сближаться. Ты мне не безразлична, Клэр. Больше, чем следовало бы. Но у меня есть семья дома, жена, которая ждет меня. Я не могу ее предать». Ее сердце разбилось у меня на глазах. Я видел боль в ее глазах, слезы, которые она пыталась сдержать. «Я понимаю», – прошептала она. Голос дрогнул. Но от этого не становится легче. Остаток дня мы провели, готовясь к путешествию на ближайший остров. Я укрепил плот, стараясь сделать его как можно более мореходным. Клэр пересчитала наши оставшиеся припасы и позаботилась о детях. Эмма, Джейк и Томми, казалось, чувствовали себя спокойнее, видя, как мы работаем вместе. Но в воздухе висела ощутимая напряженность. Когда солнце начало садиться, мы собрались у костра. Мы с Клэр объяснили детям наш план. «Мы собираемся исследовать ближайший остров», — сказал я им. «Это может быть опасно, но мы будем осторожны. Нам нужно найти больше еды и воды, и, возможно, найти лучшее место для проживания». Дети слушали молча. Эмма, старшая, смотрела на меня с серьезностью, не соответствующей ее годам. «Мы вернемся?» – спросила она. «Да», – заверила ее Клэр. «Мы просто идем на разведку. Мы вернемся, прежде чем ты успеешь заметить». В ту ночь, лежа в нашем импровизированном убежище, Клэр протянула руку и взяла мою. «Спасибо», – прошептала она, – «за то, что остался, за понимание». Я мягко сжал ее руку. Мое сердце было тяжело от принятого решения. Мы вместе в этом. Мы найдем способ справиться. Засыпая, я думал о предстоящем путешествии. Неизвестные воды, потенциальные опасности. Но впервые со времен катастрофы я почувствовал проблеск надежды. У нас был план, и у нас друг друга. Завтра мы отправляемся. Мы разведаем ближайший остров и вернемся с тем, что нам нужно. Это риск, но просчитанный. И с Клэр рядом я знаю, что мы сможем встретить все, что бы ни случилось. Но в глубине души я знал, что должен сделать возвращение к своей семье приоритетом. Моя жена нуждалась во мне, и я должен был найти способ вернуться к ней,
какой бы ценой это не обошлось. Это была суровая реальность, но реальность, которую я не мог игнорировать. Так, сейчас я воды попью. Ты слушаешь? Да, я слушаю. Это вот про тот остров, где мы вчера были. Так это шапка этого мальчика Томми? Наверное. Сейчас дальше будет. Часть 6. Улыбка Эмму. 15 октября 1985 года. Время изменило нас всех. Мы приспособились, перебираясь с острова на остров, добывая припасы, изучая ландшафт этой странной земли. Нам удалось создать приличный запас еды и воды. Пока что, по крайней мере, мы выживаем. Эмми сейчас 5 лет, и она каким-то образом напоминает мне моего собственного сына. Ее любопытство, ее наивные вопросы и то, как ее глаза загораются, когда она обнаруживает что-то новое. Это как зеркало, отражающее прошлое. Томми 9 лет и Джейк 7 лет взяли на себя больше ответственности. Они взрослеют быстрее, чем должен был бы любой ребенок. Однако острова странные. Припасы и инструменты исчезают без объяснения причин. У детей начались кошмары. Они просыпаются посреди ночи с криками о тенях и голосах. Я тоже их слышал. Клэр пытается всех успокоить, но я вижу страх в ее глазах. Мы заметили несколько обломков, разбросанных вокруг, но исследовать их часто слишком опасно. Последний раз, когда я пытался нырять, акула чуть не откусила мне ногу. Это постоянное напоминание о том, насколько шатко наше положение. Мы не можем надолго оставлять детей одних, и риски велики. Эмма, по-своему наивная, часто говорит вещи, которые заставляют нас улыбаться. Только вчера она нашла ракушку и с широко раскрытыми глазами протянула ее мне. «Логан, эта ракушка принесет нам удачу». Ее исполненная надежда выражение лица растрогало меня до глубины души. «Возможно, Эмма», — ответил я, взъерошив ее волосы. «Возможно». Несмотря ни на что, ее присутствие — бальзам для души. Она напоминает мне моего собственного сына, и это одновременно и утешение, и источник чувства вины. Меня преследует память о смерти моего сына и почти разрушенном браке. Нам с женой потребовались годы, чтобы восстановить наши отношения. И вот теперь я здесь, разрывающийся между семьей, которую я потерял, и этой импровизированной семьей, которую пытаюсь защитить. Но сегодня вечером произошло нечто, что заставило все эти эмоции обрушиться обратно. Мы сидели у костра, и Эмма проговорилась. Она назвала меня папой. Это слово ударило меня как кулаком в живот, и вся похороненная боль и чувство вины хлынули на поверхность. «Я тебе не папа», — резко бросил я. Мой голос прозвучал грубее, чем я намеревался. «Не называй меня так, я тебе не отец». Лицо Эммы исказилось от боли и смятения. Не успел я среагировать, как Клэр уже стояла на ногах, гнев пылал в ее глазах. «Логан, как ты мог? Она всего лишь ребенок. Она смотрит на тебя снизу вверх». Эмма побежала в темноту. Ее маленькая фигурка растворилась в ночи. Паника захлестнула меня, прорвавшись сквозь пелену гнева и вины. Я вскочил на ноги, сердце колотилось. «Эмма, вернись!» Мы с Клэр схватили факелы и пустились за ней. Страх потерять ее в темноте грыз меня изнутри. Окружающие джунгли были густыми и угрожающими. Каждая тень была потенциальной угрозой. Гневные упреки Клэр эхом отдавались в моей голове, пока мы искали ее. Ее слова — постоянное напоминание о моем провале. «Эмма, где ты?» Голос Клэр был напряжен от беспокойства. По мере того, как мы углублялись в джунгли, звуки становились все жутче. Каждый шелест листьев, каждый хруст ветки доводил мои нервы до предела. Затем мы услышали это. Низкое угрожающее рычание. У меня кровь застыла в жилах. Мы нашли Эмму, сжавшуюся под деревом. Но прежде чем мы смогли до нее добраться, из теней появилась пара комодских варанов. Их глаза сверкали в свете факелов. Я схватил ближайшее оружие, самодельное копье, и бросился на этих тварей. Ярость и страх подпитывали каждый мой шаг. «Эмма, беги!» — закричал я, но она была парализована страхом.
Часть 7. Отчаяние. 1 ноября. Дальнейшее туманно. Я пытаюсь вспомнить детали этого болезненного воспоминания как можно лучше. Клэр и я отчаянно искали Эмму в темноте. Джунгли вокруг нас были пустыми и угрожающими. Звуки становились все жутче с каждым шагом. Затем мы услышали низкий угрожающий рык. У меня застыла кровь в жилах. Мы нашли Эмму, сжавшуюся под деревом, но прежде чем мы смогли добраться до нее, из теней появилась пара комодских варанов. Их глаза сверкали в свете факелов. Я вонзил копье в первого варана, но он почти не замедлился. Второй бросился на Эмму. С первобытным рыком я набросился на него, используя все силы, чтобы оттащить его от нее. Тварь впилась мне в руку. Пронзительная боль пронзила меня. Но мне было все равно, я не мог позволить ей забрать ее. Я раз за разом вонзал копье в его бок, пока он наконец не рухнул. Но было слишком поздно. Эмма лежала без движения. Ее маленькое тело было избито и истекало кровью. Клэр бросилась к ней, ее рыдания разорвали тишину. Я упал на колени. Мое зрение затуманилось от слез и боли. «Эмма, пожалуйста», – прошептала Клэр, качая ее на руках. «Останься с нами, пожалуйста». Но ответа не последовало. Эммы не стало. Часть 8. Последствия. 3 ноября. Недели и месяцы после смерти Эммы прошли в тумане горя и шока. Клэр обработала мои раны, и мы похоронили ее неподалеку от лагеря. Простую могилу, отмеченную камнями. Клэр была безутешна, ее горе было ощутимо. Томми и Джейк молчали, их глаза широко распахнуты от шока и страха. Я часами сидел у могилы Эммы. Сердце отягощено печалью и чувством вины. Остров забрал еще одну невинную жизнь. И тяжесть этого грозила раздавить меня. Я подвел ее. Я подвел их всех. У нас были планы устроить день рождения для Эммы через несколько дней. Ей бы исполнилось 6 лет. Теперь она этого никогда не увидит. Сама мысль об этом невыносима. Томми винит меня в ее смерти. Он не говорит этого прямо, но я вижу это в его глазах. То, как он смотрит на меня со смесью гнева и боли. Джейк слишком маленький, чтобы полностью понять. Просто цепляется за Клэр и спрашивает, почему Эмма не возвращается. Клэр неделями не разговаривала со мной. Связь, которую мы начали формировать, теперь кажется безвозвратно разрушенной. Я знал, что должен быть сильным ради Томми и Джейка, но боль была невыносимой. Каждую ночь я лежал без сна, глядя на звезды, полной решимости защитить оставшихся детей любой ценой. Клэр эмоционально разбита. Она относилась к Эмме как к собственной, и эта потеря разрушила ее. Она искала утешения во мне, чего-то физического, чтобы почувствовать себя человеком и живой, чем-то иным, чем неудачницей. Но я не решался, слишком поглощенный собственным горем и чувством вины, чтобы дать ей то, что ей было нужно. Дистанция между нами только увеличивалась. Сегодня мы устроили день рождения для всех. Это была попытка вернуть хоть какую-то видимость нормальности в нашу жизнь. Клэр и мальчики нуждались в этом в моменте, чтобы вспомнить Эмму и попытаться найти немного радости среди печали. Но я не мог заставить себя присоединиться. Я знал, что им это нужно, но я не мог столкнуться с ними. Вместо этого я ушел, чтобы справиться со своими эмоциями наедине. Мне нужно было немного пространства, поэтому я решил отправиться на плоту и немного поплавать, просто чтобы обрести немного покоя и уединения, чтобы обдумать эти разрозненные мысли. Пока я дрейфовал на воде, тишина была оглушительной. Бремя моей вины и горя давило на меня, угрожая тянуть под воду. Я не знаю, как мы пойдем дальше после этого. Потеря Эммы – это рана, которая, возможно, никогда не заживет. Но я должен попытаться. Ради Клэр, ради Томми и Джейка, ради памяти детей, которых мы потеряли. Теперь они моя семья, единственные люди, которые нуждаются во мне. Теперь я понимаю, мы, возможно, никогда не сбежим отсюда. Больше никто не важен. Мы должны выжить. Трагедия. Часть 8. Последнее желание. 1 декабря 1985 года. Я заснул на плоту, ища покоя и уединения, чтобы разобраться в своих разрозненных мыслях.
Проснувшись, я не увидел вокруг никаких островов. Я дрейфовал в море. То, что показалось днями, выживая на скудных припасах. Однажды острова снова появились. Я сошел на берег, дезориентированный и охваченный отчаянием в поисках Клэр и детей. В этом безжалостном поиске прошли месяцы. Я жалел, что у меня нет компаса или GPS, чего угодно, что могло бы направлять меня. Я ежедневно проклинал себя, представляя, как напуганы должны быть дети и как холодно без объятий Клэр. Я сожалел, что не любил ее так полно, как заслуживала ее душа. Ее доброта преследовала меня. Особенно воспоминания о том, как она хотела сделать могилы для всех жертв, когда мы впервые потерпели крушение. Я убедил... Подожди. Он что, пока лежал на плоту, отплыл куда-то, что ли, и потерялся? Да. Понятно. Я убедил ее, что это пустая трата времени и сил, и призвал сосредоточиться на выживании. Теперь я вижу глупость моих слов. Безумие подкралось к моему разуму. На меня нападали насекомые, и я подхватил болезнь, из-за которой кашлял кровью. Мои силы слабеют, но желание найти их заставляет меня двигаться дальше. Сегодня я наткнулся на могилу Эммы. Я рухнул там, плача и желая умереть, чтобы быть похороненным с ней. Боль невыносима, но я должен продолжать поиски. Продолжая поиски, я нашел шляпу Томми на более крупном скелете. Сбитый с толку и с разбитым сердцем, я взял шляпу и двинулся дальше. Сколько же времени на самом деле прошло? Эта мысль гложет меня. Скелет был слишком велик для ребенка. Реальность ускользающего времени ужасает меня. Вскоре после этого я обнаружил останки Джейка, сжимающего фотографию своей матери. Я подобрал ее, чувствуя, как тяжесть моего поражения давит на меня. Снова меня поразил размер скелета. Возможно ли, что прошло так много времени, что они выросли и состарились, пока я был потерян в море? Наконец я нашел скелет Клэр. Ее одежду нельзя было спутать. Я взял ее ожерелье, талисман, чтобы похоронить с остальными. Понимая, что мой конец близок, я пишу эту последнюю записку. Тому, кто найдет это, пожалуйста, исполните мою предсмертную просьбу. Постройте место захоронения для Клэр, Томми, Джейка и Эммы. И похороните эти предметы вместе с ними. Пусть они покоятся вместе с миром. Я не заслуживаю быть похороненным рядом с ним. Мой стыд слишком велик. Пожалуйста, также почтите память других пассажиров, погибших в аварии. Их жизни заслуживают признания и памяти. В жизни, полной сожалений, это моя последняя просьба. Пожалуйста, дайте им покой, который я не мог дать им при жизни. Логан Харпер. Ничего не понимаю. Он что, так долго отсутствовал, так долго их искал, что они уже выросли? Да. Предметы. Интересно. Мне нужно найти могилу Эммы и похоронить предметы рядом с ней, если я когда-нибудь найду. Это уже не Логан Харпер, это уже я говорю. Шляпа, ожерелье и фотография. Шляпа Томми, кепочка. Фотография Джейка. Там изображена женщина, это его мама. И ожерелье Клэр. Время захоронить предметы. Нужно построить могилы, чтобы захоронить каждый предмет и упокоить их. Так подожди, а где мы найдем могилу Эми? Там, около самолета, они должны быть. Поэтому нам нужно на тот остров возвращаться. Слышишь? Слышу. Скорее всего, где-то около самолета могилы. Они же тут жили, около самолета. Перед Чили. Ай, блин. Че, ягуар? Нет. Ай, куда улетел? Перчик улетел у меня. Ой, слушай, а я, кажется, что-то нашел. Иди к самолету. Сейчас. Я вот по земле и смотрю.
Надгробие. Правда, я его нифига не вижу, просто на земле такая надпись появилась где-то вот здесь. Где? Да вот на земле. Сейчас найду снова. На землю наводись. Во, вот, смотри. У тебя появилось? Надгробие, камень, да. Нужен один камень. Камень. А вот он надгроб. А вот, смотри, их здесь не одно. Блин, так нифига не видно. Вот я добавил Раз, один. два, три. И что так плохо видно? Камень надо. 3 больших камня надо. Где камни-то искать? А вот они же здесь под ногами лежат, Герман. Ну, наверное, надо мне вставлять, чтобы сработало. А, ну иди, на, я тебе кину. Я на берег пошел искать. Так вот они тут большие камни под ногами прям валяются. Ну, покажи, где. К надгробию иди. Ну, где? На тебе камень. Под ноги тебе скинула. Так, добавить материал. Сюда еще тоже камень надо. Ну здесь 3 надо камня. Ну, Вот и здесь, вот, смотри, вот тут под ногами. И тут камни лежат. Вот еще камень. давай кидай мне. А ты добавил надгробие? У меня нету, что ты добавил. Да, Мне тоже нужно добавлять. ну добавляй. Под Ну. ноги смотри, у тебя прям под ногами камни лежат. Да нету больше камней тут. А вот нашел. Прямо, ну как нету? Ну, Раз. везде камни лежат. Теперь ячейки. Раз ячейка, два ячейка, три ячейка. 3 ячейки. А, ну сюда, наверное, надо эти предметы мне положить. Да. А четвертая чья? Четвертый камешек тут стоит еще. Так. Ну, без разницы, что куда класть. Кепку вот сюда. Не знаю. Фотографию сюда. Ожерелье сюда. Положил. Еще один камень. Так ты-то зачем делаешь? Это же мне надо делать. Да, но мне тут тоже надо делать. Ну, у тебя же нету фотографий. Я только по одной взял. Ну все, я положил. Что дальше? Все, мы выполнили квест. Подожди, сейчас я еще один камушек найду. Надо пойти на... Сохраниться, наверное, на корабль. Я пойду сохранюсь. У меня предметы пропали из инвентаря. Ну все, наверное, сделался квест. Надо в одиночную заходить, там смотреть. У меня тут на одной могиле появился цветок сиреневый. Где? Но не на той, на которой я клал. Вот на эти 3 я клал. Подожди. Да. Сюда я клал кепку. Сюда фотографию, сюда ожерелье. А вот на этот камень ничего не положил. И у меня здесь появился неизвестное растение. Тебя видно? Видно? Вот на этом камне, который... Это, наверное, его... А, кто бы ему этот камень поставил? Ну, у тебя есть сиреневое растение?
Нет у меня никакого растения. Ну, забираю. А, нет, я его не могу забрать. Его надо топором ломать. Покажи мне. О, с него выпало сверхъестественный цветок. Раз, два, три. Я думала, ты мне покажешь перед тем, как ты его сорвешь. Ну, давай на землю вот тут. На толку мне на землю не надо. А как я тебе его покажу, если ты его не видишь? Я хотела, чтобы ты мне видео включил, что там цветок А, показал мне. ну, я видеоролик записываю, потом посмотришь. Смотри, как выглядит. Вот раз, вот два, вот три. Видно? Ой, какой красивый. Видно тебе? Да. А их, наверное, 3 штуки выросло. Сейчас попробовать их на... Их, наверное, нужно 3 штуки. Их, наверное, на могилку положить надо. Пойду попробую. Я видеоролик записываю, потом посмотришь. Да, здесь появились 3, значит, 3 ячейки появились. Ну, положи теперь. Раз. Два. Три. Все, теперь у меня тут 4 цветочка. 3 я положил, и 4 вот на этой. Это получается вот этот Логан Харпер лежит. Нет, Так, а подожди. кто бы ему камень поставил? А, нет, не Логан Харпер. Тут лежит Клэр, потом Эмма, И 2 детей, да. Джейми и Джейк. Нет, их же 3 было. 2 детей, 2 мальчика и 1 девочка. да. А, ну это получается Логан Харпер их всех 4 похоронил. Ну, наверное. А цветы выросли вот возле этого камня, да? Да, Ну, это, наверное, вот это Клэр. Клэр, да. А где труп самого Логана Харпера? А, Ну, вообще-то мы тут какие-то трупы находили, ведь, да? да. Пойдем этого убьем, Егора. Так, ну все, я думаю, мы этот квест выполнили, потому что больше тут никаких. Ну, а тебе надо посмотреть, сделался он или Ну, нет. это да, это надо в одиночный зайти. Пойдем Егора убьем. Пойдем.